Холодная лапша в соевом соусе и фарше. Сегодня готовим неострый вариант лапши. Нам для этого потребуется говяжий фарш в объеме 200 грамм, который мы прежде замариновываем. Соевый соус 2 столовые ложки мы добавляем в фарш. И затем сахар в объеме 1 столовой ложки. И молотый чеснок 1 столовая ложка. Если сильно острый не едите, то уменьшите до половины столовой ложки. Затем черный молотый перец. Я люблю много черного перца, где-то около пол столовой ложки. И затем кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки. Придает особый аромат любому блюду. Все это мы с вами хорошо перемешиваем и отставляем в сторону на некоторое время, пока будем заготавливать все остальные ингредиенты, чтобы фарш промариновался и настоялся. Затем 1 огурец. Мы его сначала нарезаем кружочками, кружочки средней толщины. И затем эти кружочки нарезаем соломкой. Не обязательно делать соломку очень тонкой, тоже средней толщины. Огурец нам понадобится для топпинга, который тоже будет перемешан затем с лапшой. Добавляем в нарезанный огурец щепотку соли, все хорошо перемешиваем и отставляем тоже пока в сторону. Теперь другой ингредиент этого блюда – это лапша самен, очень тонкая лапша из пшеничной муки. Ее очень легко перепутать с другой лапшой, которая тоже очень тонкая, но она плоская. Вот для этого блюда нам нужна не плоская лапша, а именно круглая. И нам она потребуется в объеме где-то около 160 грамм на 2 порции. Но ориентируйтесь на то, что у вас помещается зажато между этими двумя пальцами. Это и будет 1 порция. Итак, мы должны вскипятить большое количество воды. Когда вода закипит, положить лапшу в кипящую воду в необходимом объеме 1 порция или 2. И мы должны будем 2 раза залить лапшу холодной водой, когда она будет закипать. И тогда уже лапша готова. Мы изымаем лапшу из горячей воды и погружаем в холодную воду, чтобы лапша остыла, так как это блюдо едят холодным. И мы должны прополоскать лапшу, делаем это руками, точно так же, как мы полоскаем белье, и затем перекладываем лапшу на сито, чтобы вода с лапши отекла. За это время мы с вами нагреваем сковороду с растительным маслом или без растительного масла, как вам нравится, выкладываем уже замаринованный фарш и начинаем на среднем огне фарш жарить, пассируя. Очень важно в начале и в процессе жарки постоянно помешивать и не давать фаршу слипаться в комочки. До какой степени обжаривать, это уже дело вашего вкуса. Можно протушить, можно достаточно сильно обжарить. Теперь, когда фарш уже готов, мы подготавливаем соус для лапши. Нам потребуется соевый соус 2,5 столовые ложки. Затем сахар в объеме половины столовой ложки и сироп. Лучше всего брать кукурузный сироп. Если кукурузного сиропа нет, то можно мед или же просто заменить на сахар. 2 столовые ложки. Я сделала свой домашний сахарный сироп и его использую. Далее молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки. Сильно острый не едите, можно положить половину. Немного черного молотого перца по вкусу и кунжутное масло мы добавляем в объеме 2 столовых ложек. Все это мы с вами хорошо перемешиваем, и это будет наш соус, в котором мы будем перемешивать лапшу. За это время лапша должна была отечь, не должна была стечь вся вода. Мы закладываем лапшу в полученный соус и все очень-очень хорошо перемешиваем, так, чтобы вся лапша покрылась прежде приготовленным нами соусом. Теперь удобнее всего переложить лапшу в посуду пообъемнее для перемешивания, потому как мы будем добавлять в нее уже подостывший фарш.
вы можете добавлять столько фарша, как бы насколько вы любите. То есть можно добавить его половину и подать на отдельной тарелочке, чтобы каждый добавлял столько, сколько ему хочется. Мы лапшу перемешиваем с фаршем. И затем начинаем уже сервировать. В ту тарелку, в которую будем подавать лапшу, стараемся ее аккуратненько сложить, такой аккуратным комочком, аккуратной горочкой. И затем часть фарша можно еще сверху положить как топпинг. И не забываем про огурец, который мы прежде с вами заготовили. Тоже его закладываем как топпинг. Количество зависит от того, насколько вы любите овощи в лапше. И тоже можно подать на отдельные тарелочки, чтобы каждый доложил себе столько, сколько ему хочется. Вот такое нехитрое, очень вкусное блюдо, очень хорошо для лет, так как оно готовится и подается холодным. Теперь все очень просто. Все, что прежде красиво наложили, перемешиваем и все, и едим, как обычную лапшу. Блюдо это, если честно, очень напоминает макароны по-флотски, если не вкус соевого соуса и не аромат кунжутного масла. Но, тем не менее, это очень вкусно, и я советую вам приготовить и самим это попробовать. Лайкайте, подписывайтесь. Приятного вам аппетита!